Так, всем привет! Давайте сегодня посмотрим коробочку от российского производителя «Звезда», модель ГАЗ-М1, советский автомобиль. Соответственно, артикул 3634. Вообще, что можно про модель сказать? Модель оригинальная звездовская, 2015 год. Ну, насколько я исторически понял, это как раз год примерно, когда «Звезда» стала начинать разрабатывать модели, ну, в частности, автомобильной техники, скажем так, новой генерации. То есть перешла от засилия, скажем так, перепаков других производителей, переливов, каких-то, ну, скажем так, еще примитивных моделей к чему-то более серьезному, то есть большая детализация, большая копийность, большое количество деталей, большое членение и так далее. То есть вот как раз первые ласточки того, что, в принципе, «Звезда» из себя представляет в 2023 году, наверное, где-то примерно в тех годах стали и появляться. Прежде всего, наверное, в конструкциях пресс-форм «Звезды» и так далее. Соответственно, вот ГАЗ-М1 был одна из первых ласточек, красивый очень буксар с Красной площадью, в частности. Что по прототипу можно сказать, ГАЗ-М1 известный очень автомобиль эпохи 30-х, начала 40-х годов, хотя производился он потом, ну, как сказать, модификации его производились и позже. Машина легковая, собственно, одна из самых массовых в Советском Союзе. Не так много машин в Советском Союзе, особенно тех лет, производилось различных моделей. Производилось с 1936 по 1942 год, и там произведено довольно большое количество штук, по-моему, больше 60 тысяч штук машин было произведено. Об этом, соответственно, у нас «Звезда», ну, точнее как, «Звезда» очень короткую историческую справку дает по модели, в частности, если совсем коротко сказать, наверное, упомянуть можно то, что «Звезда», конечно, нам не пишет, в частности, то, что машина ГАЗ-М1, изначально, кстати, она не называлась ГАЗ-М1, несмотря на то, что она производилась на Горьковском автомобильном заводе. Да, «Звезда», кстати, на коробке пишет, что это изготовлено по лицензии, но, кстати, логотипа почему-то нет. Изначально она называлась просто М1, потому что и завод, собственно, тогда еще Горьковским автозаводом не назывался. Назывался он автомобильным заводом имени Молотова. Соответственно, М1 это и означало, собственно, Молотовский 1 автомобиль. Позже Молотов просто как один из соратников Сталина впал в опалу при развенчании культа личности, соответственно, все его именно вымарано было, автомобиль стал, автозавод стал таким, как мы его знаем до сих пор, то есть Горьковский автомобильный завод, а вот тогда он был, соответственно, Молотовский, Нижегородский и так далее, потому что тоже город Горький тоже какое-то время еще и при Советском Союзе был Нижним Новгородом. Помимо этого, по самой машине, да, чтобы лирику немножко сократить, как и предыдущие легковые автомобили Молотовского, ну или Горьковского позже автозавода, он был сделан как, ну, советская, ну, не копия, советское развитие американских автомобилей. В частности, до этого Нижегородский автомобильный завод, будущий Горьковский, выпускал ГАЗ-А на базе Форда модель А, то есть фордовская машина. Также и ГАЗ-М1 выпускался, в принципе, во многом на базе фордовской машины модель Б. Model B, так называемая, ну, те самые фордовские конвейерные машины, которые, собственно, Форд в США, собственно, и придумал автомобильные конвейеры и очень много сделал для развития автопрома в Америке. То есть это неудивительно для тех лет, то есть была закуплена документация этих машин, на Америке вполне официально, какая-то инженерно-техническая поддержка была получена, конечно, на возмездной основе. Это для того времени было неудивительно, не только для автомобильной промышленности. Очень много во время, в эпоху сталинской индустриализации делалось именно путем закупки технологий, производственных линий, документации и так далее за рубежом. Но позже машина была сильно достаточно в недрах конструкторских бюро Молотовского, позже Горьковского автомобильного завода, и во многом конструкция ГАЗ-М1 машины относительно оригинальной Model B была доработана, в частности, в основном модификации коснулись подвески, трансмиссии, ну еще по мелочи. А вот кузов, то есть основное, что, наверное, отличало новый ГАЗ-М1 от ГАЗ-А, и, соответственно, от Форда Model A, это полностью, ну практически полностью металлический кузов, который изготавливался по более новой современной технологии, соответственно, перенятой у американцев. Вот он был полностью закрытый, полностью металлический, гораздо больше более современный, гораздо больше подходил под условия Советского Союза. Вот, соответственно,
Машина выпускалась достаточно огромным количеством для Советского Союза и применялась как в мирное время, как гражданский автомобиль, также широко применялся во время начавшейся Великой Отечественной войны, как штабная машина, офицерская, курьерская и так далее. Об этом нам «Звезда», собственно, написала. Изготавливали ее вот в этой модификации до 1942 года, но потом были еще другие модификации. Да. Ну и двигатель, четырехцилиндровый двигатель, в основном под двигатель был практически неизменно взят от американского Форда машины, соответственно, там, ну, один из линейки двигателей, которые использовали Фордом, четырехцилиндровый, но позже он на более поздних модификациях М-ки, там уже был взят другой двигатель, но это уже дело более позднее. Так, ладно, что по коробке будем смотреть. Значит, буксар на обратной стороне тоже, это уже новая коробка, это не 2015 года коробка, это коробка более поздняя, уже как у современных моделей «Звезды», соответственно, тут та самая довольно куцая историческая справка, фотографии готовой собранной модели, вот она видно, что в темно-синем цвете, хотя самый частый цвет для М как раз был скорее как на буксарте, то есть черный и с красной вот такой полосочкой по боку, но такой у нас вариант, я могу сразу сказать, тоже будет. Показано, что 182 детали, то есть вроде бы немного, но машинка на самом деле тоже небольшая, так что в принципе относительно деталей нормально, в принципе 13 сантиметров. Опять же написано лицензионное производство по согласованию с газом. «Звезде» разрешили. Артикул. На боковиках у нас тоже все стандартно по новым коробкам «Звезды», краски. Ну, кстати, не совсем стандарта «Звезда» и «Хамброу», то есть это, видимо, еще коробка у меня тех лет, когда они еще не перешли на томиевские краски полностью в своей документации. «Хамброу» у нас, в общем-то, никому не нужный, тут присутствует показана схема декали, та же самая информация по модели. Ну, другой боковик стандартно, другая автомобильная и бронетехника «Звезды». Кстати, на базе ГАЗ-М1 производился и бронеавтомобиль БА-20, если что, тоже довольно-таки интересный факт. Давайте нырять в коробочку. Так, она у меня уже, по-моему, раскрыта с боковой загрузкой и с внутренней второй коробкой. Тоже достаточно стандартно для многих звездовских моделей. Значит, что у нас тут? Комплектация тоже достаточно стандартная. Сразу нас встречает пакетик прозрачный пластик. Да, это автомобиль, тут много остекления и декаль. Соответственно, в отдельном пакетике. Инструкция стандартная, тоже звездовская. Один пакет с литниками, такой вот полиэтилен. Немножко нетипичный. Сразу видно, что что-то бултыхается в пакете, то есть что-то, видимо, поотваливалось у нас с литников. Ну да ладно, будем смотреть. И листик предупреждений, больше ничего в коробке у нас нет. Давайте начинать смотреть, как обычно, с бумажной части. Повторение буксарта и очень коротенькой исторической справки на двух языках. Предупреждение, раскладка литников. Тут, да, вот такая не гармошка, а книжечка в этот раз у «Звезды». Литников получается все время непрозрачного пластика всего, 4 штучки, включая 2 дублирующих. Все остальное здесь у нас показано. И сборка сразу начинается. Да, инструкция совершенно по-новому оформлена, то есть уже по-современному. Это не как многие древние модели «Звезды», 15 год. Это все, видимо, было у нас уже переосмыслено. Каких-то вариаций, я так понимаю, особо у нас по сборке вроде бы как бы и нету. Соответственно, сразу начинаем с кузова, с рамы. Ну, я так понимаю, что рама тут у нас с нижней частью кузова частично совмещена, то есть достаточно необычная конструкция, это все, скорее всего, в массе своей переняли у Форда еще, то есть прям не похоже на то, что обычно увидишь по автомобильной советской технике тех лет, то есть довольно интересная конструкция рессор, рамы и так далее, вот топливный бак вот уже сзади ставился, например, тоже довольно современное для тех лет решение, тут много достаточно вот по подвеске у нас показано, то есть сразу видно это, совершенно другой уровень детализации. То есть в 2015 году «Звезда» как бы, видимо, уже делала какой-то качественный скачок, скажем так. Вот у нас все это показано. Видно, что днище все автомобиля это одна отдельно большая деталь. Подвеска вот с рамой у нас собирается. Вот такой вот она интересной конструкции. Но сразу видно, что сборка она не выглядит какой-то супер простой. То есть тут выглядит, в принципе, все достаточно интересно. Возможно, даже сложными местами. И потом сразу после сборки, соответственно, нижней части у нас по подвеске, у нас сразу начинается сборка корпуса. Да, корпус весь из отдельных деталей, чисто по-звездовски. В этом «Звезда» не изменяет себе и сейчас. То есть все это отдельные у нас детали, соответственно.
Ну, сразу надо сказать, что сборку корпуса надо осуществлять вместе с покраской, потому что, ну, соответственно, если внутреннюю часть не покрасить, то, соответственно, потом уже туда никак не добраться. Видно под сборки, то есть сразу надо вклеивать и стекла, полностью их готовить к этому делу, то есть там какие-то резинки вырисовывать, скорее всего, и так далее. Какие-то внутрянку подкрашивать и так далее. То есть обивался салон, кстати, шинельным сукном. Если кто хотел знать, кожаные диваны вот эти два показаны у нас, детали рычагов, ну, КПП, я не знаю, там что, возможно, стояночный тормоз, возможно, что-то еще делалось все-таки. Да, видим, что есть, можно сразу понять, что будет подкапотное убранство у машины, вот клаксоны, в частности, появляются у нас. Панель приборов реализована декалью, это, в принципе, хорошо. Ну, какая-то еще часть по органам управления, рулевая колонка, вот это самое, и т.д. и т.п. Все это показано. То есть видно, что детализация довольно-таки большая, деталей довольно-таки много, и в частности, как бы и интерьер машины проработан, и капот. Подкапотное пространство тоже, судя по всему, проработано. В частности, вот у нас на восьмом-девятом шаге появляется двигатель, тот самый четырехцилиндровый. То есть, насколько я понимаю, конкретно на ГАЗ М1 только один двигатель использовался. Конкретно этот. В более поздних моделях он поменялся, но они уже назывались не ГАЗ М1. Да, и тут же параллельно у нас мы завершаем сборку корпуса. Соответственно, крыша устанавливается. Какие-то детали по подвесу, я так понимаю, запасного колеса. Мелочевка еще, то есть двери еще мы не ставим. И здесь внезапно у нас появляется двигатель, соответственно, двигатель тоже детализирован. Ну, в принципе, достаточно с виду неплохо по-звездовски. То есть то, что звезда, в принципе, осилила детализировать, она детализировала. Понятно, никакую проводку, никакие микропатрубки, кабели и так далее, понятно, звезда не делает, но это уже, если захочется, все автомаркетом делается. Трасса выхлопа с банкой у нас показана, под низ устанавливается. Да, эта банка тоже из двух деталей, но это все равно не с машины, поэтому, наверное, не особо важно. И к 11 шагу двигатель устанавливается, собственно, подкапотное пространство. И внезапно мы опять возвращаемся к нижней части, видимо, потому что установка двигателя у нас, наверное, возможно, частично пересекалась с подвеской или что-то такое. То есть мы внезапно опять возвращаемся к ходовой, к подвеске, карданные передачи, мосты, вот это вот доставляются, какие-то там тяги, элементы переднего вот это вот рулевого управления, скажем так, и так далее. То есть довольно много всего по подвеске, я бы сказал, даже прям хорошо много. То есть вот не совсем недавно смотрели, например, УАЗ, соответственно, Козел, и мне даже показалось, что там по низу проще сделано, чем здесь. Но, впрочем, возможно, это конструкция обусловлена, потому что все-таки вот в части этой машины конструкция многих элементов, она непосредственно заимствована еще из американского Форда. Поэтому, может быть, это действительно так и было, но точно, конечно, не уверен. Радиаторная решетка, соответственно, как сам радиатор тоже. То есть у нас детализирована подкапотка прям достаточно богато. Соответственно, вариации, наверное, все-таки какие-то будут. По итогу начинаем делать двери вклеиваются стекла у нас, и т.д. и т.п. Значит, тоже двери надо, внутрянку дверей сразу красить, или оставлять их не приклеенными и красить отдельно потом, что, наверное, логичнее. Есть вариации, соответственно, у нас, судя по всему, на сборку. Соответственно, вот решила здесь звезда это показать, кстати говоря. Но, видимо, еще тогда у них не совсем сложился единый вид инструкции, то есть они еще тогда не показывали на отдельных врезках варианты в начале сборки или там в конце. Тут как-то вот вариация, судя по всему, вот здесь у нас находится. Соответственно, вот нам показано, что все двери можно сделать при желании приклеить открытыми, но не рабочими, понятное дело. И, в принципе, у нас есть возможность, насколько я понимаю, створки капота сделать тоже открытыми. То есть они тут интересно так открываются. То есть такие две створки, как крылья чайки, соответственно. И вот видно, что у них тут они в реальности видимо, на петле, на шарнире, то есть поднимались и как бы сгибались, да, и вот показано, что в принципе мы можем выбрать вариацию, когда у нас одна или две створки капота будут подняты, их надо согнуть, видимо, тут у нас какая-то выштамповка тут специальная тонкая по пластику есть, наверное, чтобы можно было согнуть
створку капота и оставить ее в таком положении, показал двигатель. Но, судя по всему, это единовременная акция, то есть никакой рабочести у нас створок капота нет, поэтому собственно, обратно, конечно, вы ее, скорее всего, уже не поставите никак, то есть никакой подвижности, никакого интерактива тут не будет. Понятное дело, слишком уж маленькие там петли. Соответственно, может быть, при желании можно сделать не реалистичный вариант поднятых створок, а, допустим, попробовать просто не приклеивать имеющиеся створки и оставлять опцию как-то их полностью убирать, чтобы чисто просто не делать там суслика в виде двигателя, а как бы чтобы этот двигатель все-таки хотя бы как-то можно было иногда по праздникам увидеть. Но это ладно, это тоже можно будет понятно при сборке. Может быть, конечно, может быть и не будет такой опции, не уверен. Опции у нас, судя по всему, есть по колесу по запаске, то есть есть в чехле запаска, а есть без чехла может устанавливаться. И опции, судя по всему, не совсем понятно по тормозным барабанам, что ли. То есть где-то нам... нет, не извиняюсь, нет, тормозным барабанам по колпакам на диске. Соответственно, где-то они могут устанавливаться, где-то нет. Скорее всего, я так подозреваю, логично представить, что у нас, если какая-то гражданская машина в условиях эксплуатации города или мирного времени, то колпаки, наверное, могли ставиться. А если это какая-нибудь военная М-ка, которая там по полям где-то гоняет, то, наверное, колпаки уже, конечно, никто не ставил. И, возможно, запаска, скорее всего, была без чехла, потому что действительно, зачем это нужно? Судя по всему, именно про эти вариации, наверное, у нас тут речь идет. Бампер с дополнительными какими-то скобами, перекладинами, две фары, соответственно, прозрачкой реализованы, все достаточно стандартно. И, соответственно, рамка номерного знака, где говорится про варианты окраски у нас. То есть мы поняли, что на самом деле у нас тут имеется в виду, судя по всему, варианты окраски. Именно, то есть кое-где нам, точнее, получается, в одном буквально месте ссылаются на вариант окраски. И что же у нас по этим самым вариантам окраски? Кстати, да, вот что отличает от современных моделей, все еще тогда, и это не изменилось, видимо, позже, исключительно черно-белое на бумаге, на обычной бумаге в инструкции, схема окраски, те самые два варианта. Кстати, машины не совсем понятно, тут нет по ним привязок. Что имеется в виду, обе гражданские или нет. Судя по всему, первый вариант, это самый массовый вариант окраски М-ки. Это черная М-ка с красной полосой, а вторая, тот самый, который у нас был в бокс-арте, это темно-синяя глянцевая М-ка, судя по всему. И, видимо, вот здесь как раз у нас имеются в виду и варианты. То есть по черной М-ке рамки номерного знака спереди нет, она есть только сзади. А по синей М-ке у нас еще есть дополнительная рамка номера спереди. Но при этом, насколько я понимаю, в целом в остальном по вариантам колпаки на дисках, кстати, написано ГАЗ на колпаках внезапно уже, вот не совсем понятно. Или ГАЗ, подождите. Даже интересно стало, что там написано. Насколько я вижу, ГАЗ написано на колпаках. Кстати, это забавно, что ГАЗ, возможно, машины производства уже какие-то послевоенные или даже после... Не совсем понятно, откуда взялись колпаки ГАЗ, если завод назывался Молотовским долгое время. Ладно, может быть, я в чем-то не разбираюсь. Может быть, прорисовали схемы окраски с какого-то другого специфического варианта. Ладно. Не показан вариант окраски на убранные колпаки и чехол запаски. То есть, видимо, плюс-минус тут все одинаково. Там уже сами решим. Некие, в общем, абстрактные М-ки, которые не совсем понятно, что и откуда. Они выглядят, в принципе, довольно гражданскими. Так. И давайте смотреть аккуратно пластик, потому что, судя по всему, у нас какие-то детали уже там отломились с литников. Это, возможно, виновата, конечно, не звезда, а условия хранения и транспортировки. Возможно, даже где-то я в этом могу быть виноват. Пакетик вот такой, собственно, что у нас тут внутри. Тут, в принципе, нет. Не так все, я так понимаю, на самом деле у нас плохо. Это у нас по факту отвалились не детали, а всякие технологические куски литников. Так что нет, ни транспортировка, никто ни в чем практически не виноват. Просто зря напугали.
Два крупных литника, соответственно, больших, и два мелких, дублирующих друг друга. Начнем, соответственно, с крупного, где у нас детали по корпусу. В основном, соответственно, можем то же самое увидеть, о чем я уже говорил. То есть вся нижняя часть корпуса у нас реализована в одну деталь. Соответственно, и низ детализирован, тут с выштамповками вверх. Литье довольно ажурно, несмотря на то, что при форме 2015 года все выглядит довольно неплохо. То есть много чего тут отлито сразу. Форма крыльев такая прикольная. Причем я, что удивительно, не снизу, точнее как, снизу вроде бы слезы толкателей есть, но они практически неразличимы. Тем более вот сверху их нет вообще. Вот деталь у нас верхняя часть крыши, соответственно, тоже с плафоном. Освещение тоже практически не видно. Я даже не могу разглядеть, чтобы здесь были какие-то толкатели. Ни внутри, ни тем более снаружи. Детали диванов, соответственно, заднего остекления. Нет, или что это у нас? Не совсем помню. Заднее остекление. Много деталей, да, по кузову. То есть это все не единая, конечно, деталь. Это все разное. Это все придется стыковать, склеивать. Чехол, соответственно, запаски. Также детали подвески рессорные. Вот тут у нас забавно выглядящие. Здесь есть выштампован 2015 год. То есть все верно, действительно 2015 год. Карты дверей не совсем понятно. Я вот пропустил этот момент. Отдельными ли деталями даны карты дверей? Насколько я понимаю, карты дверей у нас, походу, даны зацело в одной детали. То есть вот на них там как раз толкатели будут на месте, да, я так понимаю. Или же нет. Хотя вроде бы вот по отверстиям я как будто бы смотрю, что карты дверей вроде бы должны быть отдельно, но я не совсем что-то понимаю. Хотя нет, вот карты дверей у нас вот есть этот момент. Нет, все будет закрыто, все нормально. То есть внутренняя часть двери толкатели ужасные, это ничего страшного. Это все изнутри закроется. Какая-то мелочевка, т.д. и т.п. То есть все так довольно прикольно, ажурно. То есть, видимо, где-то в 2015 году... вот, кстати, я нашел все-таки какую-то деталь, которая у нас все-таки отвалилась. Одна она осталась на столе, я ее сразу не заметил. Что-то все-таки, видимо, соскочило с литников. Да ладно. Второй крупный литник, где у нас все, начиная от двери и деталей капота до, соответственно, колес. Почему-то двух отдельных колес, несмотря на то, что у нас, казалось бы, есть дублирующие литники. Это, видимо, ладно. Нет, это запасное колесо, 2,5 запасного колеса. Да, можно, кстати, сразу понять по колесам, что они располовинены по центру. В принципе, они пластиковые. То есть в этой модели, кстати, как ни странно, звезда не дает виниловых колес. Тут колеса исключительно пластиковые. Понятно, без какой-то имитации нагрузки. Просто пластик и располовинены по центру. Сложно сказать, плюс это или минус. С одной стороны, винил тоже часто обвиняют в том, что от времени он начинает портиться. Тут вот у нас будут вечные практически пластиковые колеса. Детали панели приборов, решетка радиатора, тоже такая мелкая, ажурная, красивая. И всяческая, в основном, мелочевка. Я так смотрю, тут у нас и двигатель, и выхлопная система, и детали подвески, ходовой, много-много-много всего. Те самые решетчатые кожухи двигателя 2,5, которые вот можно там согнуть, судя по всему. Да, вот здесь вот у нас в варианте сложенного капота нам предлагают вот по этой линии сгибать. И, соответственно, рулевое колесо всячески. В общем, выглядит на самом деле, выглядит, в принципе, если эта модель вышла, например, в этом или прошлом году, я бы не сказал, что визуально я бы смог это определить. То есть, да, эта коробка тоже куплена не сейчас, понятное дело, и произведена не сегодня. Но, в принципе, она выглядит, как будто это плюс-минус современная модель звезды, чисто визуально. То есть, не то, чтобы тут видно следы какие-то деградации пресс-форм или каких-то вот таких вот проблем. То есть, в принципе, все достаточно прикольно. Двигатель располовиненный, там, опять же, и так далее. И что у нас? Последнее по пластику остается непрозрачному. Это два дублирующих. Вот тоже практически бампер у нас хочет соскочить, но
Не помню, дублируется он спереди, сзади. Мне кажется, только передний бампер. Ну да ладно. В основном тут, значит, у нас колеса с какими-то выштамповками на резине, но очень уж микроскопическими. Тяжело там что-то прочитать. Какой-то текст там есть. Да, колеса, опять же, повторяюсь, также... Ой, чуть не отломал. Очень они так ажурно подкреплены клитником. Чуть пальцем буквально не отломил. Располовиненные, соответственно, какой-то шовчик на протекторе, наверное, конечно, визуально будет, если не аккуратно склеивать. Те самые колпаки с надписью «ГАЗ» на дисках, на центр диска. Не совсем понятно, да, из каких лет эти надписи «ГАЗ», если завод назывался Молотовским. Ну, еще какая-то дублирующая мелочевка. Так, ладно. И в конце у нас в самом остается пакетик с декалью и прозрачкой. Тоже все тут стандартно. Не помню, если тут детали, что-то поблескивает такое. Ну, не помню вообще, что было у машины тех лет с зеркалами заднего вида. То есть боковых вроде бы не было на тот момент. По-моему, было одно зеркало центральное у водителя. Я, кстати, не обратил на этот момент внимания. Но на тот момент, видимо, звезда по зеркалам еще не давала никаких зеркальных имитаций. То есть все, что у нас есть, это вот что есть. Те самые полоски красные, которые у нас были характерны для черного варианта окраски ГАЗ М1. Соответственно, на два варианта номерные знаки. У одной машины только задние, у второй передние и задние. Ну и какие-то декоративные тут элементы. И два элемента приборов на приборную доску. Вот, собственно, такая вот декаль. Ну, в принципе, то, что красные эти линии, я не знаю уж, насколько уж физически возможно, конечно, перевести такую длинную декаль на очень маленькую выступающую кромку, да, вот эту полоску, которая идет по корпусу автомобиля. Я думаю, это, конечно, тяжело будет, но с другой стороны, хорошо, что они, наверное, все-таки дали эту возможность. Хотя физически мне почему-то кажется, что краска это накрашивать веселее. Ну, точнее, как проще, а можно вообще взять синий прототип, и там вообще эти красные полосы как бы и не нужны. Ну, и, соответственно, достаточно обширное остекление тоже. Остекление, в принципе, полностью выглядит современно. И текущей звезде я не вижу какой-то особой разницы. Все прозрачное, прикольное, не царапанное. И выглядит вполне себе нормально. Вот, соответственно, такая вот у нас ГАЗ М1 присутствует. Машина 2015 года, но плюс-минус похожая на те самые легковые модели, которые звезда новые разрабатывает и сейчас.